В тот момент, когда огромный орел схватил маленького мальчика, время словно застыло. Родители оцепенели от ужаса, не в силах поверить своим глазам. Но истинная причина произошедшего вскоре поразила их до глубины души. День выдался необыкновенно теплым для начала весны в предгорьях скалистых гор. Ярко-синее небо раскинулось над долиной. Легкий ветерок нес аромат распускающихся цветов. Майкл, уставший после напряженной рабочей недели на ранчо, решил устроить семейный пикник. Его жена Эмма расстелила клетчатый плед в тени старого клена и накрыла на стол. Аппетитный запах свежеиспеченного яблочного пирога смешивался с ароматом горячего кофе из термоса. Их 3-летний сын Джейми, недавно научившийся уверенно ходить, с детским любопытством исследовал каждый уголок просторного сада. Ранчо раскинулось на 100 акров в живописной долине. Высокие сосны окружали главный дом, построенный еще дедом Майкла из местного красного дерева. За домом начинались пастбища, где паслись породистые лошади, гордость семьи. Вдоль извилистой реки тянулись плодородные поля, а на горизонте возвышались величественные пики скалистых гор, вершины которых даже летом оставались покрыты снегом. 3 года назад, в жаркий летний день, Майкл чинил ограду у реки. Солнце нещадно палило, пот заливал глаза. Вода была необычайно бурной после недавних дождей. Коричневые пенные потоки несли обломки веток и мусор. Среди этого хаоса мужчина заметил странное движение. Молодой орел безнадежно запутался в обрывках рыболовных сетей и лесок. Птица отчаянно билась, пытаясь освободиться, но только сильнее затягивала путы. Ее могучие крылья беспомощно хлестали по воде, а острый клюв щелкал в холостую, пытаясь дотянуться до предательских нитей. Не раздумывая ни секунды, Майкл сбросил ботинки и прыгнул в ледяную воду. Острые камни впивались в ступни. Быстрое течение сбивало с ног, но он упрямо пробирался к птице. Эмма, прибежавшая с обедом, кричала что-то с берега, но рев воды заглушал ее слова. Приблизившись к орлу, Майкл осознал всю опасность своей затеи. Один удар этого мощного клюва мог стоить ему глаза, а когти легко распарывали кожу. Первая попытка схватить птицу закончилась болезненным ударом крыла по лицу. Из рассеченной брови хлынула кровь, окрашивая воду в розовый цвет. Вторая попытка принесла глубокую рану от клюва на предплечье. Орел защищался яростно, как настоящий воин, не понимая, что человек пытается ему помочь. Холодная вода постепенно вытягивала силы. Пальцы немели, а течение становилось все сильнее. Каждый вдох давался с трудом. Намокшая одежда тянула вниз. «Майкл, накинь на него свою куртку!» Прорвался сквозь шум воды отчаянный крик Эммы. Это была блестящая идея. Стянув промокшую джинсовую куртку трясущимися от холода руками, он осторожно набросил ее на голову птицы. Эффект оказался мгновенным. Орел затих, только его мощное тело мелко дрожало от напряжения и страха. Путы впились в тело птицы глубоко, до крови. Некоторые узлы пришлось разгрызать зубами. Замерзшие пальцы отказывались слушаться. При каждом прикосновении орел вздрагивал, но терпел, словно понимая, это его единственный шанс на спасение. Острые нити рыболовной лески оставляли глубокие порезы на руках Майкла. Вода вокруг окрашивалась розовым, но он продолжал методично освобождать птицу. Освободив орла, Майкл попытался доплыть до берега. Птица оказалась невероятно тяжелой. Намокшие перья весили, казалось, целую тонну. Руки дрожали от усталости,
Ноги сводило судорогой. Легкие словно горели от недостатка воздуха, а перед глазами мелькали темные пятна. В какой-то момент он начал уходить под воду, но тут почувствовал, как Эмма схватила его за плечи. Она вошла в реку им навстречу, рискуя быть унесенной течением. Вытащив орла на берег, люди увидели, насколько серьезны раны птицы. Левое крыло безжизненно висело. Из разодранной лесками груди сочилась кровь. Часть перьев была выдрана с корнем. На влажном песке оставались алые следы. Срочно вызванный ветеринар, доктор Джонсон, мрачно покачал головой. Крыло сломано в 2 местах, глубокие порезы вплоть до мышц, почти наверняка начнется заражение. В центре реабилитации его, скорее всего, усыпят. Слишком много работы потребуется. Майкл и Эмма переглянулись. Решение пришло мгновенно. Они будут выхаживать орла сами, чего бы это ни стоило. Последующие недели превратились в настоящее испытание. Температура у птицы поднималась до критической. Ее тело сотрясало дрожь. Рана на груди воспалилась и начала гноиться, несмотря на антибиотики. Каждую ночь кто-то из них дежурил возле клетки, готовый в любой момент сделать укол или сменить повязки. В самые тяжелые дни казалось, что орел не выживет. Его дыхание становилось поверхностным, глаза тускнели. Доктор Джонсон приезжал 2 в день, делал уколы антибиотиков, промывал раны специальными растворами. Эмма проводила часы возле клетки, разговаривая с птицей, убеждая ее бороться. Майкл соорудил специальную подвеску для поврежденного крыла, чтобы оно срасталось правильно. Кормление превратилось в сложный ритуал. Первые дни орел отказывался от любой пищи, отворачивая голову и закрывая глаза, будто готовясь к смерти. Эмма проводила часы, пытаясь накормить его через пипетку бульоном из свежего мяса. Капля за каплей она боролась за его жизнь. На 3-й день птица наконец сделала первый глоток, и Эмма расплакалась от облегчения. Орел, получивший имя Рокки за свой несгибаемый характер, постепенно начал доверять своим спасителям. Его взгляд из яростного стал внимательным, настороженным, а затем и любопытным. Он следил за их движениями, реагировал на голоса, позволял менять повязки, не пытаясь клюнуть. Особенно его заинтересовал блестящий термометр. Птица пыталась схватить его клювом, словно играя. Каждое утро начиналось с осмотра крыла. Доктор Джонсон научил их правильной технике разработки суставов. Рокки вздрагивал от боли. Его когти впивались в деревянный насест, но он терпел. После процедур Эмма давала ему любимое лакомство – свежую перепелку. Постепенно крыло начало заживать, хотя места переломов все еще беспокоили птицу. Через месяц начались настоящие тренировки. В холодные весенние рассветы Майкл терпеливо работал с птицей, осторожно разминая каждое сочленение. Рокки дрожал от боли, но не сопротивлялся. Его янтарные глаза внимательно следили за каждым движением человека. В них читалось не только страдание, но и решимость. Для тренировок соорудили специальный вольер с разными насестами на разной высоте. Рокки должен был учиться заново использовать крыло, восстанавливать координацию движений. Сначала он просто переступал с жердочки на жердочку. Потом начал делать короткие прыжки с расправленными крыльями. Первые попытки взлететь были мучительными для всех. Орел раз за разом падал, ударяясь о землю и поднимая клубы пыли. После каждого неудачного приземления он издавал тихий, почти жалобный крик, но упрямо поднимался и пытался снова. Эмма не могла смотреть на эти попытки без слез. Гордая птица отказывалась сдаваться. В день первого успешного полета
погода словно испытывала их на прочность. Небо затянули тяжелые тучи, порывистый ветер гнул верхушки деревьев. Рокки стоял на самом высоком насесте в вольере, его восстановленные перья трепетали на ветру. Внезапно он расправил крылья и оттолкнулся. В этот раз все было иначе. Движения обрели уверенность и силу. Преодолевая яростные порывы ветра, орел сделал круг над вольером, затем второй, третий. Эмма рыдала от счастья. Майкл не мог сдержать смех облегчения, а Рокки парил над ними, наслаждаясь возвращенной свободой. Следующие 2 недели были посвящены укреплению мышц. Рокки подолгу кружил над ранчо, постепенно увеличивая высоту и продолжительность полетов. Его движения становились все более уверенными. Он научился использовать восходящие потоки воздуха, чтобы экономить силы. По вечерам уставшая птица возвращалась в вольер, где ее ждал заслуженный ужин. Выпускать его в дикую природу было страшно. Пара выбрала ясный безветренный день. Открыв дверь вольера, они отступили на несколько шагов. Орел долго изучал открытый проем, поворачивая голову. Затем он медленно расправил крылья, словно прикидывая следующую попытку. Его оперение полностью восстановилось. Каждое перо сверкало на солнце, как отполированная сталь. Мощный взмах, и вот он уже в воздухе. Круг за кругом он набирал высоту, пока не превратился в крошечную точку в бездонной синеве. А потом исчез. Неделя без Рокки казалась бесконечной. Они постоянно всматривались в небо, надеясь увидеть знакомый силуэт. На 8-й день знакомый клёкот разорвал утреннюю тишину. Рокки восседал на высокой сосне, как будто никуда и не улетал. В клюве он держал свежепойманного кролика, свой первый охотничий трофей после выздоровления. С тех пор птица часто навещала их, иногда принося добычу, словно благодаря за спасение. Его появления стали частью жизни ранчо. Работники привыкли к могучей птице, которая иногда сопровождала их во время объезда пастбищ. Рокки облюбовал самую высокую сосну у дома, откуда открывался великолепный вид на всю долину. Он мог часами неподвижно сидеть на своем наблюдательном посту, внимательно следя за происходящим внизу. Прошло 3 года. В то весеннее утро ничто не предвещало беды. Джейми играл в саду. Его детский смех звенел в воздухе. Внезапно огромная тень накрыла землю. И прежде чем родители успели среагировать, орел стремительно спикировал и схватил мальчика. Сердце Эммы едва не остановилось от ужаса. Но вместо того, чтобы унести ребенка, Рокки сделал плавный круг и аккуратно опустил мальчика рядом с матерью. Удивительно, но Джейми не плакал. Он возбужденно тыкал пальчиком в сторону цветов и издавал шипящие звуки, пытаясь что-то объяснить. Его глаза сияли от возбуждения, а не от страха. Майкл, почувствовав неладное, бросился к месту, откуда Рокки подхватил сына. В высокой траве, прямо под ярким цветком, которым любовался Джейми, он увидел ее, гремучую змею, изготовившуюся для броска. Ее хвост дрожал в предвкушении атаки, а раздвоенный язык ловил запахи в окружающем воздухе. Если бы не молниеносная реакция орла, змея укусила бы мальчика прямо в лицо. Дрожащими руками Эмма осмотрела сына. Ни единой царапины, ни малейшего синяка. Рокки держал его с невероятной осторожностью. Его мощные когти лишь слегка порвали одежду. Однако сам орел пострадал. Его лапы оказались не готовы к такому весу. Он не мог как следует сжать когти и теперь сильно прихрамывал при ходьбе. Доктор Джонсон приехал незамедлительно.
На этот раз Рокки вел себя совершенно иначе. Пока ветеринар осматривал его лапы, орел оставался абсолютно спокойным. Он не сводил глаз с Джейми, словно продолжая охранять мальчика. Лечение заняло несколько недель, но птица быстро поправилась, хотя после этого случая ее полет стал чуть менее стремительным. С того дня Рокки превратился в настоящего стража семьи. Его величественный силуэт постоянно парил в небе, когда Джейми играл во дворе. Мальчик научился различать особый крик орла и всегда радостно махал своему крылатому защитнику. В особенно жаркие дни Рокки спускался совсем низко, создавая прохладную тень своими могучими крыльями, под которой любил прятаться Джейми. Каждый год в День спасения Джейми семья устраивает пикник на той самой лужайке, и каждый раз Рокки спускается низко-низко, паря над ними на своих могучих крыльях, напоминая о том удивительном дне, когда инстинкт защитника оказался сильнее природной осторожности.